Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши лайки. Это очень приятно и очень важно для меня. Я к вам сегодня с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Но хочу отметить, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, не обязательно как у меня, потому что узорчики универсальные, вы вяжете из любой пряжи. А я покажу, с какими ниточками я буду работать сегодня. Ярн Арт Виолет. Новички, кто еще не работал, смотрите, что за ниточки. В 50 граммах находится 282 метра пряжи. Это 100% мерсеризированный хлопок. Ну, то есть такая вот летняя пряжа. И нам здесь советует производитель, берите крючок 2,5 миллиметра. Видите? Я данную пряжу вяжу крючком 2 миллиметра. То есть как бы я подбираю под свою плотность вязания. Вы берете точно так же свою пряжу, смотрите аннотацию и подбираете крючок, который вам рекомендует производитель. Ну что, свяжем? Итак, я хочу начать с зеленого цвета. Вы начинаете с любого цвета, да, какой у вас есть. Вы можете использовать и 2 цвета, и 3, и 4, либо один цвет на ваше усмотрение. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Я наберу 3 раппорта, это 42 петельки, плюс 1 петелька воздушная, чтобы красиво узорчик закончится. Итого я буду набирать 43 воздушные петельки. А вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас петелька фиксации. И потом я набираю 43 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот мой будущий образец. Ну и кто давно смотрит мои видео, знает, да, что я советую начальный ряд наш, да, не оставлять воздушными петельками, а сделать столбики с накидом. Потому что особенно новички, да, они могут запутаться в воздушных петельках, как правильно вязать, а в столбиках уже не запутаются. Итак, вспомогательный ряд состоит из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь смотрите, отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Внимательно, видите? 1, 2, 3, 4 и 5. И в 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И так далее. Провязываем в каждую петельку цепочки столбик с накидом. Сами себя контролируем. Если я набрала 43 воздушные петельки, у меня, соответственно, должно получиться 43 столбика с накидом. Если вы набрали больше, значит, у вас должно быть количество столбиков равняться количеству петелек. Если меньше, то же самое. Все, не сложно, не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И не забывайте, что вот эти вот первые 3 петельки подъема, это тоже столбик. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, я уже 7 провязала. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Итак, смотрите. Вот мы провязали нашу дорожку. Вспомогательный, да, наш, получается, ряд столбики. И если вы провязываете одним цветом, то дальше вы продолжаете с этой же стороны. Так? Я хочу присоединить новую ниточку. И чтобы ниточку зелененькую не отрезать, я вот так вот делаю одну воздушную петельку, подтягиваю петельку и оставляю ее. А сама я перебираюсь вот на начало ряда. И здесь буду присоединять беленькую ниточку. То есть, если вы планируете присоединять, то повторяйте, чтобы ниточки наши не отрезались. Итак, вот, смотрим. Так, мой ряд. Присоединяемся, получается, помните, да, делали 3 петельки подъема. Вот, я к 3-й петельке буду присоединяться. Смотрите, ниточку. 1. И у меня по узорчику, ну, как бы, да, должно быть тоже 3 петельки подъема. И я хочу, когда буду провязывать петельки, я хочу при этом прятать ниточку. Итак, смотрите, первую я провязала 1. Дальше ниточку я делаю слева направо. Перед рабочей ниточкой. Видите? Вот перед рабочей ниточкой. И провязываю 2-ю воздушную петельку. И ниточку справа налево. Опять перед рабочей ниточкой. Видите? 1. И провязываю 3-ю петельку подъема. Так вы как бы ниточку свою зафиксировала. И сейчас я могу спокойно ее уже отрезать. Она мне никуда не денется. Отрезаю.
И продолжаю непосредственно свой узорчик беленькой ниточкой. Итак, вот 3 петельки подъема. Далее в следующий столбик, вот наш столбик зелененький, мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и сюда же 2 столбик с накидом. Пока повторяйте, потом принцип узорчика поймете. Далее делаю 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. А в моих столбиках пропускаю тоже 3 столбика. Раз, 2, 3. И в 4-й столбик я ныряю вот так вот и провязываю столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. В столбиках опять пропускаю 3 столбика. Раз, 2, 3. И в 4-й столбик провязываю столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропускаю, смотрите, опять 3 столбика. Раз, 2, 3. И в 4-й столбик наделаю накид, провязываю 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Так, дальше в следующий столбик провязываю 1 столбик с накидом. И в следующий столбик провязываю опять 2 столбика с накидом. То есть, ну, как бы зрительно получается похоже на веерочек, да, возможно. Возможно, на веерочек похоже. Вот. То есть мы с вами, получается, 2 последних столбика, да, и центральный столбик, вот, провязали в самом начале ряда. Так, потом у нас идут такие вот 3 арочки и опять наши столбики. Дальше идет повторение. 3 воздушные петельки. Пропустили 3 столбика. Раз, 2, 3. В 4-й провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропустили 3 столбика. Раз, 2, 3. В 4-й столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, 2, 3. И в 4-й провязываем опять 2 столбика с накидом. Раз, 2. В следующий столбик провязываем 1 столбик с накидом. И в следующий столбик опять провязываем 2 столбика с накидом. Раз, 2. Понятно, да? И так вот до конца ряда вы чередуете, да, столбики с арочками, столбики с арочками до конца ряда, до конца вашего образца. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. И мы заканчиваем точно так же, как и начинали. То есть 2 столбика. Так. И последний столбик, смотрите, как будем провязывать беленькой ниточкой. Вот. В последний столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки и стоп. На этом закончили. Переключаемся на нашу зеленую ниточку, потому что у нас будет каждый ряд новым цветом. Видите? Сильно зелененькую не тянем, так, чтобы у нас край не зажулькался. И вот эти наши 3 столбика, ну, как бы 3 петельки, да, вернее, вот так вот, мы провяжем зелененькой ниточкой. Оп, все, переключились на зеленую, понятно? Зелененькую не тянем, беленькую немножечко так раз подтянули. Далее что мы делаем? Воздушная петелька, поворот, и уже работаем с зеленой ниточкой. Сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Есть. Далее 1 воздушная петелька, смотрите. И вот у нас 2 столбика, в самый последний столбик, самый последний провязываем столбик без накида. Повторяйте, потом принцип узорчика поймете. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И смотрите, у нас здесь с вами было 3 арочки, да? Раз, 2, 3. Так вот, мы в центральную арочку сейчас будем провязывать столбики с накидом в количестве 5 штук. Итак, первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый, пятый. Понятно? То есть вот у нас в арочке 5 столбиков. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И перепрыгиваем эту арочку к нашим столбикам. Мы берем за верхушку первого столбика, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И беремся за верхушку последнего столбика и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот, такая у нас картина получится. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И переключаемся, вот наши 3 арочки. Раз, 2, 3. В центральную. Перепрыгиваем и провязываем в эту арочку 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Угу. То
есть, если внимательно приглядитесь, то вы поймете, что вы повторяете самый первый ряд. Так, у нас точно так же были столбики и вот такие вот арочки. Столбики, арочки. Давайте до конца ряда. Дальше у вас будут арочки. Так, раз, два, три. Потом опять будут столбики. Угу. Не сложно? Не сложно. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите. Вот мы провязали второй наш ряд. Как мы заканчиваем? Точно так же, как и начинали. То есть у нас, помните, да, были, получается, 3 петельки подъема и 2 столбика. Так вот, в первый столбик провязываем столбик без накида. Далее 1 воздушная петелька. И столбик 1 пропускаем. И получается, там, где у нас были 3 петельки подъема, ныряем в 3-ю петельку и провязываем столбик без накида. Понятно? Опять делаем вот так вот воздушную петельку. Оставляем зелененькую ниточку и будем переключаться на белую. Понятно? Чтобы мы ничего не отрезали. Договорились? Все, теперь будем работать белой ниточкой. Итак, получается, вот у нас здесь был столбик без накида. Мы беремся за верхушку столбика без накида и подтягиваем к себе аккуратно беленькую ниточку. Опять же, сильно не тянем, чтобы край не зажулькать. И по узорчику делаем 3 петельки подъема. Так, вот наша петелька, 3 петельки. Раз, два, три. Есть. Далее, смотрите, у нас, получается, была такая маленькая арочка из воздушной петельки, да? И мы в эту арочку ныряем и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Есть. Далее. Повторяем точно так же, как мы делали в первом и втором ряду. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь переключаемся на наши столбики. За первый столбик беремся и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. За последний столбик беремся и провязываем тоже столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся. Вот у нас были 3 арочки, да, зеленые. В центральную арочку и провязываем беленькой ниточкой 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Вот, видите? То есть мы повторяем полностью все наши рядочки. И первый, и второй, и такой же будет третий. То есть узорчик состоит всего лишь из одного ряда. Не сложно? Не сложно. Раз, два, три, опять воздушные петельки. И опять переключаемся на столбики. Понятно? То есть вот, получается, вот ваш весь узорчик. Ваша задача просто-напросто переключаться каждый, если вы вяжете разными ниточками, да, переключаться каждый ряд на новую ниточку. А если вы вяжете одним цветом, переключаться не надо. Просто повторяйте каждый ряд одним и тем же узорчиком. Понятно? Все, не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте провяжем несколько рядочков, и вы увидите, что у вас будет вырисовываться вот такой вот вертикальный узорчик. Здесь будут зелененькие веерочки, здесь будут беленькие. Здесь будут зелененькие, беленькие. И между ними будут такие вот интересные зигзагообразные дорожки. Получится очень красиво. Итак, встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я поменяла фон, чтобы было все видно, всю прелесть узорчика, красоту. Смотрите, вот они зеленые полосочки, вот они белые полосочки, зеленые, белые, плюс ко всему воздушные петельки. Это говорит о том, что узорчик летний, да, узорчик воздушный. И кто просил именно с вертикальными полосочками, я про вас помню. Вот, пожалуйста, ловите вот такой интересный узорчик. Да, можете вязать, конечно, и одним цветом, можете секционной пряжей, пробуйте, экспериментируйте. Я показала на летней пряже, да, что он такой нежный, ажурный, полосатенький, да. Смотрите, он получается у нас двусторонний. Выбирайте любую сторону, и такая у вас будет лицевая. Опять же, вы же можете повернуть, ну, смотря какое изделие у вас будет, да. Можете повернуть, у вас могут быть полоски по горизонту, так вот идти, по горизонтали. И вот такие вот интересные галочки получатся. Ну, или вот так вот. Я к чему все это говорю? Что вы же можете использовать данный узорчик в шарфиках, в снудиках, да. Он может точно так же полосочками быть. Горизонтальными, вертикальными. Вы можете использовать в летних кофточках, в летних кардиганчиках, в туничках, в топиках, в маечках и так далее. То есть все, так скажем, части, которые закрыть нужно, провязывайте плотными узорчиками, а все остальное можете вот таким воздушным узорчиком, да. И красиво, и прилично, и необычно в копилочку ваших узорчиков. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 43 воздушные петельки. Ну, допустим, это же пряжа, это же крючок, да, это же плотность вязания. То есть в моем случае это будет, ну, чуть-чуть не хватило, да, до 15 сантиметров, это 14,5 сантиметров. А тут у нас получается каждый ряд
Да, это новый цвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и самый первый 17. Вяжется с закрытыми глазами, это честное слово. Особенно, когда ниточку менять не будете, так вообще очень быстро вяжется. Так, ну а с ниточкой, так скажем, интереснее, когда будете менять. Ну, практически 10 сантиметров. Если вы будете заканчивать изделие, да, спросите, как его сверху заканчивать. Я считаю как? Я считаю, там, где у вас столбики с накидом, провязывайте их столбиками без накида. Так? Опять же, делайте воздушные петельки. Там, где у вас арочка, вы можете просто обычными столбиками с накидом. То есть так или иначе ряд ваш выровняется. Он сейчас как бы не сильно, да, такой волнистый, но будет ровненько. То есть здесь ничего сложного вообще нет. Кто вязал таким узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам интересно будет, какими ниточками вязали. Кто не вязал, кидайте в комментарии идейки, что можно связать данным узорчиком, с какими ниточками. Ну, естественно же, экспериментируйте с зимними, с демисезонными, да, чтобы было тоже интересные палантинчики и так далее. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Это очень важно для развития моего канала. Кто не поставил лайк, поставьте сейчас. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик самый верхний, темненький. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.